Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзоре будет сварочный аппарат под брендом Hitbox. Аппарат приехал мне с маркетплейса Озон. Аппарат у нас два в одном. Это TIG сварка плюс MMI сварка. Значит, поскольку уже был такой видео-анонс, видео-шортс, там я показал комплектацию. Давайте по-быстрому пробегимся по комплектации и продолжим. Значит, оснащен у нас аппаратик вот таким вот газовым шлангом. Газовый шланг в холоде просто дубовый, как металл, как, не знаю, как медная трубка вот гнется. То есть таким шлангом, скорее всего, пользоваться будет неудобно, и его надо будет заменить. Также в комплекте под газовый шланг у нас есть два хомута, есть два вольфрамовых электрода, имеется 4 керамических сопла, 4 цанговых зажима, ну и два колпачка, один удлиненный и один укороченный. Кабель массы примерно 1,60 м, 1,80 м, что-то в этом роде. Ну и таким кабелем, конечно же, работать будет неудобно. Наверное, я посоветую кабель удлинить. Точно так же это касается и нашего держака. Вот такой вот простенький держак. То же самое, размер порядка что-то а-ля 2 метров, да, 1,80 м, 1,60 м, что-то в этом роде. И тоже, наверное, для удобства можно заменить. Хотя таким держаком еще работать можно, но это нельзя сказать, конечно же, о массе. Инструкция очень понятная, очень подробная, хоть и на английском языке. То есть все буквально расписано, каким электродом, какую толщину варить. Вот. Отличная инструкция. И вот такая вот горелочка. Значит, горелка у нас 17-я, TIG 17, имеет длину 4 метра. Ну и вот такие вот концы у нее, так сказать, для подключения. То есть подключаем напряжение, которое мы будем варить. Такой вот коннектор для подключения управления. Также можно подключить и сварочную педаль к этому аппарату. Ну и вот такой вот газовый шланг. Аппарат у нас оснащен евровилочкой, толстым хорошим кабелем, но кабель, друзья, такой же дубовый, как и шланг. Поэтому, ну, хотя кабель нам не носить его с собой, да, и не работать, подключили и забыли. Аппарат Hitbox. На задней панели у нас есть два вентилятора для хорошего охлаждения и, соответственно, вход газа. Ну и выключатель. На передней панели имеем 5 кнопок управления, это кнопка меню, и 4 кнопочки переключения различных режимов, плюс крутилочка настройки разных параметров. Ну и также 4 входа коннектора под вот все это дело, под все эти кабеля. Так, что у нас теперь в планах? В планах разобрать данный аппарат, посмотрим его начинку. Хотя я уже не первый аппарат, как говорится, разбираю от Hitbox. Все там замечательно. Платы залиты хорошим слоем лака. Поэтому надеюсь, что и здесь все будет замечательно. Потом посмотрим режимы, немножко покрутим, посмотрим, какие токи здесь есть. Заявлен на 200 ампер, но все говорят, что 200 ампер здесь нет. Где-то здесь по максам 160, может быть 180 ампер, не больше. Так, ну что, погнали разбирать. Так, ну вот разобрал я наш аппаратик. Вот смотрите, какая пайка. В принципе, все жирненько так и достойненько, да. Вот, все болты сидят на какой-то краске, на каком-то герметике. Поэтому уж извините, плату я откручивать не буду. Лака тоже, видите, бликую. Такой жирный слой. Залито, как говорится, от души. Вот что у нас находится в середине. Все разъемы переклеенные, дабы они не выскочили ни при транспортировке, ни при работе. Я бы сказал, что все сделано отлично. Вот блок силовых транзисторов. Тоже находится на таком мощном алюминиевом радиаторе. Конденсаторы. Все сделано как бы красиво. Давайте посмотрим на вторую сторону медали. Кабель зацепился. Вот здесь тоже все по красоте.
Вот такая вот сборка. Покажу медленнее и подробнее, вдруг кому-то чего-то там понравится посмотреть. Вот там платка тоже у нас. Все отлично собрано. Шлейф сидит, видите, приклеен. То есть просто так это все дело не разберешь. Ну что ж, собираю и будем пробовать. Подключили аппарат в сеть, включаем сзади выключатель. Аппарат сейчас находится в режиме загрузки. Ну вот он загрузился. Итак, на передней панели у нас есть 4 функциональные клавиши. Верхняя клавиша отвечает за вид сварки, то есть сварка в инертном газе, тик-сварка, либо сварка ММА. Сварка ММА — это сварка плавящимся электродом. Нам нужно в данном случае тик-сварка. Вторая кнопка отвечает за сварку на постоянном токе, либо сварку на переменном токе. Вот сварка на переменном горит, AC. Переключаем на сварку в постоянке. На данном этапе мы оставляем сварку в переменке. Третья кнопка отвечает за линейную сварку, либо за сварку с импульсом. Пока выбираем линейную. Ну и четвертая кнопочка отвечает у нас за выбор двух режимов. Не то 2 такта, не то 4 такта. Что такое 2 такта? Берем нашу горелку, нажимаем кнопку, нажали, держим, варим. Отпустили, не варим. А 4 такта. Берем тоже нашу горелочку, нажали кнопку, отпустили кнопку, аппарат варит сам. Окончили сварку, нажали кнопку, отпустили кнопку, сварка окончилась. Думаю, с этим понятно, пока мы выбираем режим 2 такта. Итак, на передней панели у нас еще есть энкодер. Вот такая вот крутилочка, которую крути, не перекрути, ее, как говорится, краев нет. Ну и кнопка меню. Данной кнопкой мы перебираем все режимы для настройки по нашей диаграмме. Итак, давайте по порядочку начнем, что за что тут отвечает. Итак, предгаз у нас есть от 0 до 1 секунды. Следующий режим — это режим начального тока. То есть у нас от десятки и до... Да, в паспорте у нас ошибка, у нас сказано, что вот этим вот кнопкой, когда нажимаешь на энкодер, у нас будут перескакивать все эти режимы. Но это не так, эти режимы кнопочкой меню меняются, а энкодер, когда мы нажмем и будем крутить... Так, давайте сначала. Вот, начальный ток. Видите, скачут у нас десятки, а когда мы просто крутим, скачут единицы. То есть у нас от 10 до 200 ампер. Далее, время подъема тока у нас от 0 до 15 секунд. Ну, я потом настрою все это, когда буду варить. Дальше, сам наш рабочий ток сварки. Тоже у нас от скольки тут, давайте смотреть. От 10 и, наверное, до 200. Да, от 10 до 200. Позже я все это перенастрою. Дальше у нас идет частота пульсаций. Сколько у нас тут герцовка? 200 герц, а минимум от 40 до 200 герц. То есть это частота, с которой у нас меняется плюс-минус местами, поскольку напряжение у нас переменное, то есть ток переменный. Так, у нас ускакало. Так, герцовочка. Здесь у нас баланс. Баланс у нас, давайте, минимум 20% и максимум 70%. Что такое, друзья, баланс? Давайте, допустим, настроим его на, ну, пускай будет 30%. Вот. Это значит, что на 30% нашей сварки у нас заготовка будет находиться под минусом. И вот в эти 30%, собственно говоря, происходит наибольший разрыв оксидной пленки. То есть, поскольку у нас заготовка на минусе, ток у нас идет от минуса к плюсу, и как бы изнутри металла все это вот оксид этот разрывается. А 70% получается у нас будет находиться заготовка под плюсом.
что это обозначает? То есть, если у нас заготовка под минусом, то есть теплотворность вся как бы будет уходить у нас в электрод. А если заготовка у нас будет находиться под плюсом, то есть будет ток протекать от минуса к плюсу, то у нас вся теплота будет как бы скапливаться на нашей заготовке. И тем самым будет глубже провар и качественней. То есть самый качественный провар получается у нас, когда на заготовке плюс. Так вот, этот баланс это и регулирует. На всех остальных аппаратах попроще это примерно баланс 50 на 50, поэтому отсюда у нас и часто, допустим, горит электрод, потому что частенько на него приходится тепловой удар. Ну, будем так говорить, не знаю, понятно объяснил, непонятно, ну да ладно. Проехали. Это так, баланс проехали. Значит, время спада у нас от 0 до 25 секунд. Время у нас в секундах. Ну, я ставлю где-нибудь единичку. И следующая настройка это ток заварки кратера. У нас он от 10 и до 200. Вот, я пока ставлю десяточку. Пускай будет так. И окончание нашей сварки это постгаз. То есть ставим секунды. Давайте посмотрим. От 0 до 15 секунд. То есть это режим продувки и охлаждения, собственно говоря, нашего электрода и окончания шва. Ну что, а теперь пойдем попробуем что-нибудь поварить, алюмяшку на переменке и в линейном режиме. Так, народ, взял две полосы алюминиевые толщиной 4 миллиметра. Вот, схватил их между собой просто телом двумя точками и посмотрим, что же мы тут наваяем, натворим, да? Значит, сейчас попробую наложить сюда валик и посмотрим, что же у меня получится. Ну вот, в принципе, такая вот красотень получается. Значит, сразу, видите, немножко я, наверное, поспешил. Потом к концу уже более-менее выходит красота. Так, хорошо. Давай еще разок. Ну вот, верхний шов, нижний первый, верхний второй. Получается, в принципе, красота. А давай сейчас попробуем, давайте попробуем, я попробую заварить данный шов, поскольку металл у нас толстый. Друзья, провар смотреть не будем, так как, сами понимаете, не профессионал и надо тренироваться и тренироваться. Но попробуем заварить вот этот данный шов без присадки, посмотрим на результат. Наверное, буду варить вот так себе и двумя руками.
Ну и вот так получилось. Кстати, внутри, я не знаю, вам, наверное, не видно, но виден разрез. То есть виден стык двух материалов. Надо мне было держать побольше и подольше. Вот здесь заварено. Отсюда до сюда и отсюда, так, сейчас покажу. И отсюда до сюда заварено. А здесь у меня получился непровар. Давайте-ка я поверху сейчас с присадкой попробую. Да, вот есть трещинка. Ну и трещинка может быть из-за того, что торцы я не зачистил. И получается очень трудно пробить оксид вот этот вот. Ну вот такой узкий быстрый шов получился у нас с присадкой. То есть аппарат варит шикарно, отлично и красиво. Давайте еще, наверное, на чистом положу один валик, и мы на этом с алюминием закончим. То есть понятно, что аппарат в принципе варит. И варит довольно неплохо. Это замечательно, клянусь Богом. Звук самого аппарата вам может казаться таким двойным и неприятным, да, в отличие от звука, который слышу я. То есть я уже снимал видео и послушал. Это связано с тем, видимо, что от отражения звука получается не то от машины, не то тут от стены, и двойной эффект. А так аппарат работает просто тихо и красиво. Ну как тихо? Приятно звучит. Ну и вот такие шовчики, вот видите, можно спокойно себе накладывать. Ну, считаю, что просто песня. Песня. В отличие от полуавтомата я пробовал варить. Вот, но я пробовал варить там, наверное, сплав какого-то ЦАМа. Ну, получилось, дверную ручку полуавтоматом. Ну, здесь просто я считаю песня. Для меня это просто красивые швы. Так как я первый раз, считай, в первый класс. Решил я еще раз попробовать сварку телом без присадки. Ну, на задней стороне. То есть мы здесь с вами варили на этой стороне, а сзади у нас как бы чисто. И попробуем сварить еще раз телом. Подержу, попробую подольше. Ну и тут уже результат намного как бы лучше. Вот, но все равно как бы не то мне кажется, не то, что здесь у нас просвечивается внутри шов. Хотя это, наверное, может быть и кажется, а может быть и нет.
Вот такой результат. И вот только что на ум мне пришла еще одна идея. Давайте возьмем, допустим, вот этот вот шов, и я по нему пройду еще раз поверху без присадки, просто посмотрим, что получится, когда я его сглажу. Даже, наверное, не этот шов, а вот этот вот верхний, он совсем кривой какой-то. То есть здесь я начинал, и здесь уже более ровнее получалось. Сейчас попробую сгладить без присадки. Вы уж потерпите, видео у меня всегда длинные. Ну и вот такого результата можно, в принципе, добиться, проходя еще раз поверху и сглаживая всю эту чешую. Хотя чешую я сам люблю, она красивая, но кому не нравится, вот такая вот гладкая получается штуковина. Попробуем на таком алюминии поварить импульсом. Положим буквально один валик. Давайте переключаем в пульс. Настройки все остаются у нас старые. Только у нас процент нижнего тока установим на 70. Частоту пульсации 2 в секунду. И базовый ток 70 ампер. Остальные настройки все, в принципе, как я варил в прошлый раз. Давайте посмотрим, что получится. Получается вот такая вот прикольная чешуйка. Давайте еще разок попробуем. Ладно уж. Вот, второй сверху рад валик. То есть такие прикольные чешуйки в момент этих вот пиковых пульсирующих ударов током. Так, ну что, сейчас попробуем варить на постоянке чернуху. Чернуху будем варить тонкую, 0,8 мм, а после зачистки, наверное, 0,7. Вот мои пробные образцы, так сказать. Подбирал я тут токи и так далее. Ну, опять же, надо еще подбирать. Это первый образец. Вот второй образец. Уже немножко получше получилось. Вот такой провар внутри. Вот. Ну и давайте покажу настройки сначала. И попробуем на камеру что-нибудь сварить. Опять два таких кусочка. Значит, предгаз у меня 0,7. Начальный ток десятка. Подъем 0. Рабочий ток 45. Нижний ток у меня 30%. Частота импульса 0,8, базовый ток 30 ампер, то есть базовый ток это ток, при котором мы не постоянно варим линейно, а уже долбит импульсами ток 45 ампер. Ну, спад единица, 10 ампер заварка кратера и 2,8 постгаз. Ну что, поехали попробуем сварить еще две детальки на камеру. Жестянка 0,8 схватил вот таким вот макаром. Даже после зачистки, наверное, и 0,7 осталось. Ну, попробуем, что получится. И как получится.
Вот я небольшой шовчик сделал. Надеюсь, видно. Тут начало гореть что-то у меня. Вот, все надо тренировка и сноровка. Ну и вот внутри тоже есть, видите, провар такой. И именно такими точками, как пульсирует. Интересно, довольно интересно. То есть можно сваривать на режиме пульса довольно тонкую жестянку. Вот, 0,8 в принципе это еще так себе, а 0,5, наверное, тоже можно, 0,4. Попробую еще дальше. В принципе, вот как получается классно. Супер. Так, ну что, народ, подведем какие-то итоги по данному аппарату от Hitbox. Значит, вы все сами, в принципе, видели, хотя я не знаю там по видео, что там видно, не видно, но я хочу сказать, что сварщик я не профессиональный, и это был мой самый первый опыт в сварке алюминия. Ну, хотя в какой сварке? В тренировке сварки алюминия, да, так как до сварки тут еще как до космоса. Нужно тренироваться, играться настройками, ну, я думаю, как бы все в этом деле у меня получится. Плюс хорошая есть функция у данного аппарата, это сварка с пульсом. Вот, просто шикарная функция, мне понравилась. Опять же, нужны тренировка и сноровка во всем этом деле, но хочу сказать, что аппаратик показал себя с хорошей стороны. Работает отлично, звучит отлично, но хотя у вас на видео будет звук ужасный. Видимо, из-за того, что идут отражения от буса или, там, не знаю, от стен, и получается не то двойной, не то тройной сигнал, то есть в камере, и вот такой вот хрипловатый звук. Но на самом деле звучит аппаратик классно. Поэтому на звук не обращайте внимания, я его там, в принципе, в видео и приглушу. Хотелось бы, конечно же, узнать мнение профессионалов о данном аппарате. Если таковые есть, пишите в комментариях, что вы о нем думаете. Вот, если в моем тут районе либо округе есть профессионалы, которые хотят проверить данный аппарат, пожалуйста, пишите, приезжайте ко мне, будем с вами вместе снимать видео, тестировать, или без видео вы там протестируете, скажете мне результат, стоящий аппарат, не стоящий. Вот. Ну, а пока мое субъективное мнение, что аппарат просто суперский. Вот. Приехал опять же ко мне с Озона, кого заинтересует. Ссылку либо артикул я дам внизу в описании под данным видео. Ну, а на сегодня я хочу с вами проститься. Всем удачи, всем огромного здоровья, всем вот научиться варить желающим, да. И, наверное, уже с наступающим Новым годом. Поэтому, ребята, тренируемся, варим и свариваем. Все, всем пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите верьте, хотите нет. Вот.